Всем привет! Вы на канале Фургон. Сегодня я буду вам рассказывать, как не получить штраф за перегруз, как вести себя с полицией. Смотрите ролик до конца и узнаете много интересного. Это касается начинающих дальнобойщиков, которые приезжают сюда на работу. Здесь пишем за Здесь пишем мы выгрузку, адрес, фирму, название фирмы, индекс, страну и город. Здесь мы пишем выгрузку, только индекс и город. Здесь мы пишем загрузку. Загрузка, тоже страну, я пишу в основном две. Прочерк ставлю, индекс и город. Здесь пишем дату загрузки. В этом пункте, внизу, в 21 пункте, ставим дату 22.06.2022, 11 часов 00. Загрузка. Здесь ставим роспись. Здесь пишем палеты. Ну, сколько загрузили палет. 7 палет, допустим, загрузили. Здесь килограммы. Если 3,5 тонны загрузили, и у меня допустимый вес 700-800 килограмм, я пишу здесь 500, потом делаю такой лист. И ставлю здесь 3,5. Отдаю им эту ЦМР, с этой ЦМР еду. Это ЦМР для полиции. Потом я беру уже чистую ЦМР, накладываю на эту ЦМР, тоже пишу 3 на выгрузке. И у меня уже получается 3,5 тонны. Смотрите, ребята, я написал 500 килограмм, потому что у нас грузоподъемность машины 700 или 800 килограмм. Но и если я напишу 3,5 тонны, любой полицейский, который меня остановит, он без весов будет, без стационарных. Он посмотрит на ЦМР-ку и покажет: 3,5 тонны у тебя загружено. Все, ты платишь штраф. Вот так у меня было на мою прошлую фирму рабочую. У меня было 3,5 тонны. Написано, полицейский меня остановил. Сказал: видишь, 3,5 тонны, 450 килограмм ты можешь только везти, и все. Если был бы вес меньше написанный, я бы штраф не получил бы. Если есть только стационарные весы, они могут вас привести, разоблачить. А так вы можете не оплачивать штрафы и ездить нормально, как я езжу. 6 контролей прошел за последний месяц, ни одного штрафа не получил. Как-то так, друзья. И если хотите написать уже, когда вы приезжаете на выгрузку, я беру первый лист с новой ЦМР, отрываю его, накладываю на эти ЦМРы и пишу на них 3 тонны, там 2 тонны, 1,5 тонны. И все. И оно отбивается 3,5 тонны. Но если я везу 2 тонны, я пишу 200 килограмм. Остановили меня полицейские на контроль. У меня было написано в ЦМРе 2 килограмма. 2 килограмма груз. Они там ходили, стучали его. Он запасованный был, стянутый. Хорошо, что они не сорвали пасы мне и не попытались толкнуть его. Просто 2 тонны и 2 килограмма они бы не толкнули. Так бы легко. Если вас остановила полиция и спрашивают все документы у вас, я даже знаю польский язык хорошо. Если меня полицейские останавливают в Польше, я не говорю на польском языке.
Я говорю на русском языке с ними. Со всеми полицаями я уже понял это, что нужно говорить на русском языке. Они сами подстраиваются под меня, и они не знают, сколько я лет работаю здесь. Но вот один полицейский остановил меня. Он может подумать, типа, что я 3 месяца работаю или 4 месяца. Он не знает, что я работаю здесь уже 4 года. Он задает вопрос, документы. Я ему говорю, встречный вопрос, какие документы? И я полицейского сразу дезинформирую. У него сразу реакция меняется. И сразу он начинает говорить. Он даже иногда у меня не спрашивает ни ЦМРу, ни довод регистрационный на машину. Ничего это не спрашивает. Вот так надо себя вести, типа, с полицейскими. Где бы вас не остановили, даже в Польше, вас могут остановить и оштрафовать на 500, на 1000 злотых. И этот штраф ляжет на вас. Подписывайтесь, ребята, на канал, ставьте лайки, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем до новых встреч, пока.